Многие даже и не догадываются о том, что неправильный прикус может губить наше здоровье. Правильный прикус – это не только про красивую улыбку, а про здоровье всего нашего организма. И оказавшись в неправильном положении, наша челюсть может спровоцировать различные проблемы. От головных болей до искривления осанки. Сегодня мы разберем, как все это связано. И главное, как можно помочь устранить эту проблему на корню. Поехали. Меня зовут Атякшев Александр, я врач, остеопат, специалист метода PDTR и преподаватель метода PDTR. Александр, что вообще такое прикус? Почему все говорят, что он у многих там людей неправильный? И как его неправильное положение может влиять на наше здоровье? Давайте определимся, что такое вообще прикус. Прикус – это некое взаимоотношение между зубами верхней и нижней челюсти. В норме прикус, я покажу, как выглядит. То есть наши нижние зубы немножко сзади, верхние зубы чуть-чуть сверху, и на одну треть перекрывает нижние зубы. Это нормальный прикус. Это не все, что мы должны знать про нормальный прикус, но это как бы тот показатель, по которому мы понимаем, что прикус более-менее нормальный. Почему прикус важен? Почему это так сильно влияет на наше тело и почему об этом нужно посмотреть наш подкаст и почему нужно посмотреть наш подкаст? Потому что прикус, смотрите, зубочелюстная система, возьмем это так, это часть постуральной системы. Постуральная система – это то, что обеспечивает нашу позу. Мы когда стоим, нам для того, чтобы не упасть, нам нужно знать, где горизонт. Мы информацию получаем с разных источников, с разных датчиков. Первый датчик, самый важный, это глаза. Мы смотрим на горизонт, мы видим горизонтальные линии, мы понимаем, где горизонт. Если я закрою глаза, я могу немножко, если мои датчики другие врут, я могу немножко почувствовать некий наклон. Второй датчик, самый важный, это стопа. В стопе есть таранная кость, в которой крепится очень много связок. При этом там не крепится ни одна мышца. Смысл такой структуры – это датчик. Датчик, который со связок несет информацию в мозг, и мы понимаем о том, как располагаемся в пространстве, в том числе по стопе. Если человек находится в состоянии алкогольного опьянения, например, у него так называемые вертолеты, то есть у него есть головокружение, и он ложится, у него усиливается головокружение, потому что он закрывает глаза, и у него нет информации с глаз и нет информации со стопы, а вестибулярный аппарат у него сбоит из-за алкоголя, он может положить ногу на пол и тем самым уменьшить количество своего головокружения, потому что он подключает датчик в стопе. Датчик в стопе несет информацию, и головокружение уменьшается. Это важный датчик. И еще один датчик – это зубочелюстная система. Зубочелюстная система – супер важный датчик. 40% информации о горизонте идет с этого датчика. Как это работает? Смотрите, я когда глотаю, каждый раз я смыкаю зубки. То есть у меня при каждом проглатывании возникает дзынь, такой как бы контроль контакта. Если у меня голова не наклонена никак, я нахожусь в горизонте, у меня этот контакт происходит одновременно. Дзынь. То есть, глотаю я 2500 раз в день. Но не я, все люди глотают 2500 раз в день. Контакт, контакт, контакт. То есть это как датчик. То есть раз информация о горизонте, раз информация о горизонте. Когда голова наклонена, челюсть немножко смещается. И этот контакт происходит другим образом. Тун-тун. И это то, что информирует мозг о нашем... То есть это как такое... Это можно сравнить с нижней конечностью, которая находится в пространстве, натянута и несет информацию в наш мозг. Либо это можно сравнить с гироскопом. Да? То есть это тоже информация, которая поступает в мозг. Соответственно, это супер важно. Если у меня отсюда информация идет искаженная, я расскажу один пример. У меня пришел пациент с жалобами на боли в нижних конечностях. У него боли в районе голеностопных суставов возникли после стоматологической манипуляции. Стоматологическая манипуляция была протезирование, тотальное протезирование. Это когда у него взяли и запротезировали все зубы одномоментно. Он приходит, я делаю обычный тест. Я прошу людей встать, ножки вместе, чтобы снизить площадь контакта, чтобы увеличить нагрузку на постуральную систему. Прошу закрыть глазки, чтобы посмотреть, как он без этого датчика, без глаз, себя стабилизирует. И в его случае он просто падал назад. То есть он закрывает глаза и падает. То есть у него этот датчик просто убрали, выключен. 40% информации нет. Информация идет с глаз и со стоп. Как только он отключает глаза, информация становится вообще мизер, и он начинает падать. А у нас еще вестибулярный аппарат, который несет информацию, но вестибулярный аппарат несет информацию при движении, то есть когда идет изменение, когда двигается жидкость там у нас. То есть информации со стопы у него не хватает. Что делает нервная система? Она пытается стопой собрать информацию, то есть как бы догружает стопу. Он как бы стопой щупает землю, условно.
дособирает информацию для того, чтобы все-таки быть стабильным. И, конечно, у него там появляется жалоба, у него начинает это болеть. Хороший тут будет вопрос, и что теперь, не делать ничего с зубами? Хороший есть ответ на это. Нервная система, на самом деле, у этого пациента через какое-то время его нервная система научится обходиться без этого датчика. Это нейропластичность, которая позволяет мозгу перестраивать наши датчики, наши системы сбора информации для того, чтобы обслужить. Например, если у человека нет передней крестообразной связки, через какое-то время эта связка не нужна будет. То есть мозг научится обходиться без информации с этой связкой. То же самое с зубами. Поэтому прикус очень важен. Теперь, какие проблемы могут быть с прикусом? И может ли прикус быть в проблеме из-за того, что есть проблема в другом месте? Другими словами, может ли прикус быть компенсацией чего-то в теле? И часто это именно так. Смотрите, значит, если я имею датчик, который я могу подкручивать, например, я падаю по какой-то причине, у меня, например, травма была лица здесь. У меня возник оборонительный рефлекс, который реализуется через изменение тонуса. Я как бы немножко наклоняюсь в сторону, отдергиваясь от этого сигнала. Этот сигнал продолжает воздействовать на мою нервную систему, и я могу, подруливая нижней челюстью, менять тонус в теле. То есть я как бы могу подстроить свою нижнюю челюсть для компенсации своего состояния нестабильного. И очень часто мы используем нижнюю челюсть для компенсации. И тогда у меня будет неправильный прикус. Но этот неправильный прикус мне нужен для того, чтобы быть стабильным. И тогда, если я приду к ортодонту, который об этом не знает, и скажет, что-то как-то некрасиво, давай мы тебе сделаем красиво. Делают красиво, эстетику, и у человека появляются жалобы. Боль в шее. Он перестал быть стабильной. Перестала быть стабильной его голова, выключились какие-то мышцы шеи, появилась жалоба в шее. Боль в пояснице. Потеря стабильности в поясничном отделе. Слабость мышц, квадратных мышц поясницы, пояснично-подвздошной, которая возникает в этом случае. И так дальше. И они возвращаются к ортодонту, они говорят, что-то у меня заболела шея. Ортодонт говорит, это не наша проблема, это проблема невролога. Идите к неврологу. Пациент приходит к неврологу, невролог назначает обследование, находит какую-то грыжу, начинает лечить эту шею со современными препаратами, противовоспалительными препаратами, УВТ, массаж, ЛФК, все. Шея проходит на какое-то время, потом снова возвращается. Это неэффективно, потому что нарушена компенсация. Человек был в оптимальном состоянии, он говорит, я немножко челюсть сдвинул, и хорошо. Но ортодонт забрал эту челюсть, и он говорит, а теперь я падаю, теперь у меня будет болеть шея. Такие пациенты ко мне приходят очень много, и вот эта связь, она... Возможно, у вас есть такая же проблема, вы понаблюдайте, когда появилась боль в шее, когда появилась боль в пояснице, было ли накануне какое-то стоматологическое воздействие. Они могут быть связаны. Если это было, то бегом нужно идти к специалисту метода PDTR. Он разберется, что с чем связано, где потеряна стабильность, что является причиной этой потерянной стабильности, почему зубы должны были это компенсировать, и убрать эту потерю стабильности, и зубы не нужны будут для компенсации, и спокойно вы будете в хорошем состоянии. У вас пройдет шея, пройдет спина, пройдет головная боль, шум в ушах и так дальше. Метод PDTR – это метод рефлексотерапии, который придумал доктор Хосе Паламар. Это врач, травматолог, ортопед из Мексики. А метод PDTR уже зарекомендовал себя как очень эффективный метод, который позволяет решать проблемы с костно-мышечной системы и не только. На самом деле принципы, которые используются для лечения костно-мышечной системы, они универсальны. Мы можем с помощью этих принципов лечить психоэмоциональные проблемы, проблемы зубочелюстной системы, проблемы с работой внутренних органов, с эндокринной системой, потому что все это регулируется нервной системой. И метод PDTR работает с нервной системой. Я приглашаю вас на наши мастер-классы. Это однодневные мастер-классы введения в метод PDTR, где мы рассказываем более подробно о том, как это работает. Мы даем вам возможность научиться делать тесты, вот эти функциональные тесты на стабилизацию. Мы учим вас тестировать мышцы рук, ног. Мы находим и учим вас находить, и находим у вас источник проблемы, конкретно у вас. Дальше мы лечим, учим вас лечить и лечим вас. Вы на себе ощущаете, как это работает, как меняется ваше состояние после лечения. Вы берете этот инструмент, идете на ваше рабочее место, к вашим пациентам, к вашим родственникам. Пробуйте этот инструмент там, получайте эффекты, понимаете, что это работает, понимаете, как это работает, понимаете ценность этой методики, как это быстро происходит. И, конечно, потом мы приглашаем вас на наше базовое обучение методу PDTR, которое на самом деле занимает всего лишь 8-9 месяцев. При этом
Это всего лишь 5 семинаров по 3 дня. Это 15 дней учебных. И после второго семинара вы уже сможете очень высокоэффективно лечить ваших пациентов. Ну, как бы вы вкладываете времени всего 2 месяца, и после 2 месяцев уже у вас результаты. То есть это, ну, не знаю, такой методики вы ничего не встречали. Эффективность ее колоссальная. При этом вы можете научиться этому очень быстро. Очень быстро. Вам не нужно там 4 года учиться как остеопата. Вам не нужно ходить на прикладную кинезиологию 3 года для того, чтобы пройти все эти семинары, курсы, для того, чтобы научиться лечить. Через 2 месяца вы уже научитесь лечить и будете получать эффекты. Как только вы получаете эффекты, у вас очередь из пациентов. К вам будет не попасть. Приходите учиться. При этом на наших мастер-классах мы говорим, у нас приходят ортодонты и стоматологи в том числе. Мы делаем акцент на том, как стоматологу, не становясь специалистом метода PDTR, научиться все-таки, во-первых, тестировать, во-вторых, понимать, что этот прикус компенсаторный, в-третьих, понимать, тот прикус, который я пытаюсь сделать, смоделировать, он подходит этому пациенту или нет. Снова протестировать. В-четвертых, оценить работу специалиста, который занимается телом, остеопата, мануального терапевта, к которому вы его обычно направляете. Стал ваш пациент после этого стабильный или нет? Если не стал, вам нужно будет сменить специалиста. Вы поймете, как это работает. И как только вы поймете, как это работает, ваша эффективность как ортодонта и как стоматолога, она тоже в разы вырастет. Потому что вы будете лечить не прикус и не отдельно зубы, а всего пациента, как и должно быть. Очень часто неправильный прикус – это компенсация. Компенсация какой-то причины, которой мы не знаем в теле. Метод PDTR позволяет это найти, обнаружить, полечить это и убрать необходимость в этой компенсации. Но часто эта компенсация длительное время длится. Да? То есть, когда, например, человек получил травму в 7 лет, у него изменился прикус, теперь он пришел к нам в 40 лет. У него уже, конечно, есть изменения в прикусе, и там нужен ортодонт. Нужна помощь ортодонта для того, чтобы прикус восстановить. Совместная работа специалиста метода PDTR и ортодонта дает вау-эффект. То есть мы убираем причину. Специалист PDTR убирает причину. Специалист-ортодонт или стоматолог убирает следствие. И тем самым мы добиваемся очень хороших результатов. В заключение я хочу сказать о том, что прикус очень часто является компенсацией. Но когда он длительное время находится в этом состоянии, требуется лечение ортодонтическое. Желательно убрать и причину этого прикуса. Метод PDTR это позволяет. Мы сегодня поговорили именно об этом. Я рассказал, как это работает. Если вам было интересно, если вам было понятно, если вы хотите поддержать наш канал и больше получать информации, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, и мы в следующих подкастах будем отвечать на ваши вопросы, которые будут в комментариях. Также в своем телеграм-канале я выкладываю короткие интересные ролики с разбором реальных пациентов, с реальными интересными кейсами, которых вы не встречали ни разу. Подписывайтесь на телеграм-канал, будет интересно. Всем спасибо за то, что вы просмотрели этот ролик до конца. С вами был Атякшев Александр. Пока.